Друзья, всем привет! Пятница. Отработали, вернее я, отработав, я домой, все из дома. Колян тут что-то с воробьями играется. Так, ну а мы идем сюда. Опять на малину. Сейчас я подточу тяпку и быстренько пробегу с тяпкой по малине. Нужно убрать траву. Прополоть, одним словом. Чернобровую мою девицу, сивогривого моего коня. Чернобровую мою девицу, сивогривого моего коня. Конь гуляет, а в чистом поле, без нужды скачет он по воле. Конь гуляет, а в чистом поле, без нужды скачет он по воле. Резво скачет, удариваясь вещи, хоть вас проверил, он распустил. Резво скачет, удариваясь вещи, хоть проверил, он распустил. Ай, да чернобровая моя девица, слышно в тереме она живет. Чернобровая моя девица, слышно в тереме она живет. Так, малину я пробил, прополол. Сюда я еще вернусь к вечеру, чтобы сжечь вот эти кучи. Сегодня мы их сожжем. А сейчас плавно перемещаемся вот туда. Вот где лук, на ту половину. Берем тяпку и занимаемся фитнесом. Хочу я сначала все прополоть, а потом уже проходить мотоблоком, чтобы оно, травка привялилась уже, а потом все это дело перебить. А сначала нужно прополоть. Вернее, не нужно, а я так сделаю. Сначала траву прополю. В тюрьме окно было высоко, дверь железна, она под замком. В тюрьме окно было высоко, дверь железна, она под замком. Дверь железна, она под замком. Стены каменные, они кругом. Дверь железна, она под замком. Стены каменные, они кругом. Так, ну эту половинку прополол я. Добил чуть ли не до самой сливы. Вот, ну, здесь в конце огорода вообще заросли, просто ковер. А я дальше не пошел, потому что там надо ведро. Это вот каждый год собираю. Это вот соседская черепица сыпется. И вот нужно опять проходить, собирать.
И так я чувствую, она в огороде вся у меня будет. Вот в прошлом году я прям лопатой все сгребал. И опять вот, и опять. Все желтое. И посадить здесь ничего не посадишь. Она же как бритва. Ну, пошел так вот по краю полоть. Вот. Здесь вообще дебри. Дебри. Потому что мотоблоком я ее всю не срублю. Так, с места на место пересажу или приглажу. И все. Поэтому я тяпочкой пробегусь, все это пропалю. Она подвянет, подсохнет, а потом уже фрезами пойду. Это уже проверенный вариант, что после фрез, ну как, какую-то часть уберет, фрезы траву какую-то часть уберут, а какая-то часть все равно останется. После тяпки, после прополки не останется ничего. Так что, и вот хмель начинает. Вот он там или в стенке поселился. Нужно лопатку. Завтра здесь буду собирать. Лопатку и вон они корни. Вон они. Прям в стенку. Прям в стенку заходят. В фундамент. Нужно откопать его. И вот он. Хмель. Вот он. Вот он. Это корни идут. Вот он, пожалуйста. Завтра мы его подуничтожим. Это вот слива начинает, вот цветет. Но на ней вообще ничего нет. Вот если в этом году на ней ничего не будет, все, осенью я ее спилю. А вот слива выросла. Нужно ее окультурить осенью, вот эти нижние крону ей сделать. Вот цветочки на ней есть. На этой сливе. Начинает цвести. А это вот груша многострадальная. Вот она больше не растет. Она уже лет 10 тут. И вот в таком она состоянии. У нее внизу там я нашел потом короед, дырка. Я туда и иголкой, и шприца, и траву задувал. Ну вот она, видите, вот это вот живая, вот это не живое. И вот пошла веточка живая. Вот. Нужно ее вот это отпилить. Вот эти отпилить сухие. И здесь, видите, вот половина. Вот сухое, вот. Тоже их нужно убрать. А груши это поздние груши. И они полежат, вот морозы в ноябре, они становятся только сладкие. Они могут до Нового года лежать. Груши такие хорошие. Даже не знаю, как называется. Это нам вот дали. Кума давала. Но оно без роду, без племени. И мы даже не знаем сорт. Что за название. Это яблонька тоже. Она летом уже яблоки на ней. Вот тоже будет зацветать. Но в прошлом году ничего не было. А в позапрошлом яблок очень много было. Мягкие, сладкие, краснобокие такие. Груша, вот лесная красавица. Были груши, я уже ел их в позапрошлом году. Их было несколько штук всего. В прошлом году все морозом побило в мае. Вот. А в этом году вот цветет. Цветет хорошо. Ну, посмотрим. Главное, чтобы морозов не было. На Авито писали там за зажигалки в конце марта. В общем, на том все и заглохло. Спросили,
Сегодня опять написали. Опять спросили то же самое. Вот. Будет толк, не будет толк. И мне еще нужно книгу запаковать, что вчера заказали. Нужно сегодня запаковать. Да уже и день пролетел. Уже Олечка с работы пришла. А я все тяпкой. Разминаюсь с тяпкой. Сейчас еще немножечко. И, наверное, пойду жечь. Пойду жечь костер. Моя девица, слышно пение, она живет черным. Ой, отстал от рук. Ну вот, сколько я сегодня прополол. Вот этот весь кусок. Но остается еще столько же. Ну, здесь травы побольше было. И полол тяпка в тяпку все. Вот, потому что много лезет травы. Вот. Ее не видно. А корешки вот они. И также там. Поэтому прополол. Вот пускай она подсыхает. А потом будем бороздить мотоблоком. Так. Все, тяпку я на сегодня отставляю. Но уже время 6, 7 час. Сейчас я пойду костерок зажгу. Вот там, под сараем, где в прошлом году жгли. И нужно все сжечь. О, здесь еще какой ковер. Здесь еще ковер. О, хорошо горит. А то там Оля белье повесила, а ветерок как раз сюда. Ну и здесь я уже там эту всю убрал. Остался вот кусочек. И все. И порядок. А то ждать там, пока стемнеет. Мы сейчас быстренько все сожжем. Ну вот и все. Там еще вот те сиденья пожечь. Ну не сегодня. Уже не сегодня. Солнышко приседает. Нужно идти паковать посылку. У меня чистого четверга не было, будет чистая пятница. Сейчас смою с себя все грехи. Вот. И буду отдыхать. Еще тут вот камень преткновения. О,
нужно браться разбирать, потому что там он хмель растет, вон там какие-то ветки пошли. Это не дело. Нужно здесь разобрать на 3 кучи. То, что нужно, то, что пригодится, и то, что металлолом. Пока здесь не заросло травой. Бо если зарастет, я сюда уже не полезу. Тут дел много. Тут если так браться все рассортировать, нужно болгарку, лишнее все отрезать, на металл, в общем, перебирать. И делать здесь дело не одного дня. Николай уже нервничает. Почему не кормят? Сейчас, Коля, сейчас будем кушать. Вот раз и к вечеру тюльпанчики раз и закрылись. Умные цветы какие. Малину таскал, опять колючек. Сейчас опять буду пинцетиком колупать, выбирать. Ну не столько много, ну есть. Чувствую, что где-то колятся. Что-то сосед. Музыкой сегодня плохо у нас. Не весело. Он там ее включил потихоньку, она у него бубанит во дворе. А нам не слышно. Скучно. А свою колонку что-то не хочется доставать. Подсоединять это все гиблое дело. Так, ну все. Всем пока. Всем до завтра. Завтра не знаю, будем чем заниматься, не будем. Вроде перед Пасхой. Завтра сын приедет, нужно мотоблок вынести из сарая, поставить его на исходные позиции. Ну, в общем, посмотрим. Война план покажет. Посмотрим, чем будем заниматься.